Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу с вами связать вот такую вот черепашку-бургер. Вот так она выглядит. Вот. Очень вяжется одной деталью, ввязывается только голова. Все остальное вяжется одной деталью. Вяжется очень легко и быстро, с остатков пряжи. Вот. Размер такой черепашки. Размер такой черепашки 9 сантиметров. 9 сантиметров в длину и в высоту 6 сантиметров. Вот такая вот небольшая черепашка. Которая вяжется очень легко и быстро одной деталью. Ввязывается только голова. Если вам нравится такая черепашка, то приглашаю на свой мастер-класс. Вот такие вот булочки. Интересные. Получаются. Приятного просмотра! Итак, для вязания черепашки-бургер нам понадобится очень много разных цветов. Вот поэтому их понадобится небольшое количество, но просто у меня нету остаточков, поэтому будем вязать с того, что есть. Значит, это вся пряжа на 100 грамм 120 метров. Само тело и булочка у нас будет вот такого вот бежевого цвета. Бежевый цвет. Ну и дальше нам понадобится красный, это для помидор будет, желтый это сыр, зеленый это лист салата и коричневый это котлета. Вот, все это необходимо. Ага, и бежевый цвет это будет как будто бы кунжут. Будем вышивать кунжут. Итак, вот эти вот цвета нам понадобятся. Дальше понадобится крючок номер 4, иголочка, маркер и ножницы. Давайте начнем. Итак, берем бежевую пряжу и начинаем вязать черепашку. Вначале вяжем голову. Я набираю 2 воздушные петли. И со второй петли от крючка я провязываю, во вторую, вернее, петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. Это будет 3, 4, 5 и 6. Первый ряд провязан, второй ряд все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Провязав первую прибавку, я в первый столбик ставлю маркер. Дальше провязываю вторую прибавку, третью, подтягиваю хвостик, четвертую, пятую, и шестую прибавку. Второй ряд провязан, все 6 прибавок, в конце ряда 12 столбиков. Дальше третий и четвертый ряд по кругу мы провязываем 2 ряда по 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Итак, провязала я 2 ряда, теперь пятый ряд. Пятый ряд провязываем все 6 убавок. 1, первая убавка. Вторая убавка, третья, четвертая, пятая и шестая. У нас получается по кругу 6 столбиков. Дальше 6 и 7 ряд мы провязываем без прибавок и убавок, 6 столбиков без накида. При этом нужно набить голову средней плотности.
Итак, провязала я 2 ряда, голову уже набила средней плотности. И теперь слаживаем деталь пополам. Так как у нас по кругу 6 столбиков, то 3 с одной и 3 с другой стороны соединяем 2 стороны. Раз, два и 3. Обрезаю хвостик. Все, голова готова. Теперь давайте будем вязать туловище. Туловище я беру эту же пряжу и начинаю набирать 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Получился первый ряд, второй ряд, все прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. В первую петельку, провязав прибавку, ставлю маркер. Дальше вяжу по кругу. Вторая прибавка, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8 прибавка. В конце ряда у нас получается 16 столбиков, третий ряд. 1 столбик без накида провязываю, ставлю маркер обратно. Дальше в следующую петлю прибавка. Так нужно провязать по схеме. 1 столбик без накида, прибавка 8 раз, 8 повторений. В конце ряда у нас 24 столбика должно получиться. 1 столбик без накида, прибавка. 1 столбик без накида и прибавка. Третий ряд провязан, по кругу у нас 24 столбика. Четвертый ряд. Снимаю маркер. И ввязываю сразу голову. Три столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 1, 2, 3. Провязали голову, вернее ввязали голову, вот так она выходит. Теперь убираем хвостик и провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Провязав 3 столбика, вяжем лапку, 4 воздушные петли. И со второй петли от крючка я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Вывязали лапку. Теперь провязываем 4 столбика без накида. 1, 2,
3 и 4. Дальше вывязываем вторую лапку. 1, 2, 3, 4. И теперь со второй петли от крючка провязывая 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Провязали вторую ножку. Теперь провязываем 1 столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. Провязав 3 столбика, вяжем хвостик. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Теперь со второй петли я провязываю 2 столбика без накида. 1 и 2. Теперь провязываю 1, 2, 3 и вяжем ножку. 1, 2, 3, 4. Получается со второй петли от крючка 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Провязали мы третью лапку. Теперь провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Провязав 4 столбика, набираю 4 воздушные петли. Теперь со второй петли от крючка провязываю 3 столбика без накида. Провязали ножку. Теперь провязываем до конца ряда 4 столбика без накида. Это будет 2, это будет 3 и это будет 4. Вот такая деталь у нас получается. Вот теперь, прежде чем приступить к 5-му ряду, давайте сделаем петельки смещения. Для чего это надо? Чтобы мы, когда пришивали голову к нашему бургеру, у нас переходы были за головой и не было видно переходов. Поэтому я снимаю маркер и провязываю 1, 2. И дальше мы начинаем с вами вязать 5-й ряд. 5-й ряд мы будем вязать за заднюю стеночку петли. То есть вот это... Итак, за заднюю стеночку петли. И ставлю маркер в первый столбик. Это будет наше начало ряда. За заднюю стеночку петли провязываю. Это будет 3. Вот еще петелька. 4. Дальше 5, 6, 7, 8. Петельку подтягиваем 9, 10, 11, 12, 13, 14. Опять подтягиваем 15, 16, 17, 18. Дальше 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Петельку мы не довязываем, обрезаем ниточку. Обрезаем хвостик и меняем нить на зеленую.
Итак, довязываем уже последний столбик зеленой ниточкой. Вот так. Снимаю маркер. Следующий ряд я буду вязать за переднюю стеночку петли. Это будет у нас 6-й ряд. И я буду вязать за переднюю стеночку петли. Провязываю столбик без накида и ставлю маркер. Первый столбик. Дальше делаю 2 воздушные. И в следующую петельку, не пропуская, за переднюю стеночку провязываю столбик без накида. Дальше опять 1, 2. И за переднюю стеночку столбик без накида. Опять 1, 2. И за переднюю стеночку столбик без накида. Опять 1, 2. И за переднюю стеночку столбик без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, довязала я до конца ряда. Я последнюю петельку не довязываю. Вот обрезаю хвостик. И меняю нить на темно-коричневую. Итак, сменила я ниточку. Последнюю петельку буду провязывать коричневой. Теперь я снимаю маркер. Убираю хвостики. Отодвигаю. И вот в 6-м ряду у нас есть задняя петелька. Вот задняя петелька. И мы за заднюю петельку будем провязывать 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, довязала я до конца ряда. И теперь за полную петельку провязываем второй ряд. Тоже 24 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. И провязываю за полную петельку 24 столбика без накида. Это у нас будет 8 ряд. Давайте так провяжем до конца ряда. Закончила я 8 ряд. Не довязываю одну петельку, я обрезаю ниточку и меняю на желтую пряжу. Итак, сменила я на желтую. Последнюю петельку я одеваю желтую пряжу, сменили цвет. Теперь снимаю маркер и начинаем вязать желтой пряжей 9 ряд. Мы вяжем его за переднюю стеночку петли. За переднюю стеночку петли убираем хвостик, провязываю 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. Дальше провязываем это весь ряд за переднюю стеночку петли. Давайте спрячем хвостики, чтобы они нам не мешали. Вот, делаю накид. В одну петлю мы провязываем так: 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 1 воздушная, и дальше в эту же петлю за переднюю стеночку 2 столбика с накидом. Вот, в одну петлю мы провязали. Теперь дальше за переднюю стеночку я провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, за переднюю стеночку 3, 4 и 5. Дальше в следующую петельку делаю накид. В одну петлю провязываю за переднюю стеночку 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 1 воздушная и еще 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Дальше опять провязываем за переднюю стеночку 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше опять провязываем за переднюю стеночку 1 столбик с накидом, в эту же петлю 2 столбик с накидом, 1 воздушная, дальше в эту же петлю 1 столбик с накидом и еще 1 столбик с накидом. Провязали. Дальше опять провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше опять провязываем
1 столбик с накидом в одну петлю, 2 столбик с накидом, 1 воздушная и еще 2 столбика с накидом в одну петлю. Раз, и сюда же 2. И дальше провязываю 3 столбика без накида, 1, 2 и последнюю 3. Не довязываю последнюю петельку. Вот такая деталь у нас получается. Я обрезаю хвостик, ниточку обрезаю и меняю на красную. Итак, сменила я ниточку, последнюю петельку, вернее, да, последнюю петельку провязываю красной. И 10-й ряд я буду провязывать за заднюю стеночку петли вот коричневого ряда. Раз. Два. 3. 4. За заднюю стеночку петли. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И так до конца ряда. Давайте провяжем. Итак, провязала я красной ниточкой. Ой, потеряла петельку. Не довязываю последнюю петельку, обрезаю ниточку и меняю на бежевый цвет булочки. Итак, сменила на бежевую и заканчиваю уже бежевой ниточкой. Вот. Теперь убираю хвостики. И дальше бежевой пряжей 11 ряд я провязываю 24 столбика без накида, без прибавок и убавок по кругу за полную петельку. Вот так вот провязываем. Давайте так провяжем до конца. Итак, провязала я 11 ряд, 12 ряд. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце ряда 18 столбиков без накида. Раз, два и убавка. Итак, провязала я 12 ряд, 13 ряд. 1 столбик без накида.
ставлю маркер. Следующая убавка. 1 столбик без накида. Следующая убавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда 12 столбиков должно получиться. Всего 6 повторений. Давайте так провяжем. Итак, провязала. Набила я уже детали холофайбером. И теперь 14 ряд мы провязываем все 6 убавок. Первую убавку провязали. Вторая убавка. Третья. Четвертая. Пятая. И последняя, шестая. Теперь я обрезаю хвостик подлиннее, чтобы стянуть деталь. Фиксирую ниточку. Беру иголочку. Вот. И теперь за полупетельки провязываю 3, 4, 5 и 6. Узелочек делаю и в центр вставляю иголочку и вывожу в любое место. Поправляю. Вот. И теперь путаю ниточки. Все, обрезаю хвостик. Все, наша. Итак, приготовила я плюшевую бежевую ниточку, одела уже иголочку, и будем с вами вышивать такие вот зернышки или кунжут или что-то такое. Может быть кунжут, ну, в общем, как на булочке. В хаотичном порядке. Как вам нравится, так вы и вышиваете. Наш бургер готов. Вот так он выглядит. Вот. И то, что я вам говорила, вот эти вот переходы, чтобы не было их видно, мы будем их пришивать. Вот. Итак, приготовила я обычную швейную ниточку с иголочкой.
И теперь будем пришивать голову. Здесь фиксирую где-то вот в этом районе, фиксирую узелочек. И узелочек. Прячу ниточку. И вот, как я вам и говорила, там, где у нас переходы вот эти вот, чтобы их не было видно, я вот так вот их буду прикрывать шейкой черепашки. Итак, глазки я вставляю между вторым и третьим рядом по бокам, чтобы это было симметрично. Вот, сначала я вставляю, теперь просто приклеиваю эти глазки. Так, приклеила я глазки. И теперь вышьем ротик. Я приготовила черный джинс, черную ниточку. Вот, и вышьем ротик. Ротик я вышиваю треугольничком. Так. Смотрим, чтобы было симметрично. Вот так. Теперь завязываю на узелок и прячу ниточки. Черепашка наша готова. Если вам понравился мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.